Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Мы все хозяйственные девочки, любим порядок. Поэтому после окончания проектов сразу же находим применение остаткам материала. Кусочки хлопкового ватина и кромки. Шикарно. В сегодняшней работе хочется максимально уработать весь мусор. Ведь обычно швеи кромки просто выкидывают. Дизайн придумаем самый простой. Шить будем в технике крейзи. В центр укладываем самый яркий, красивый лоскутик. Делаем его пятиугольной формы. И начинаем потихоньку, по спирали, обшивать его кромками. У кромок один край плотный, обработанный. Строчку прокладываем именно по этому месту. Цвет полосок можете подбирать по своему вкусу. Процесс работы творческий, медитативный. Мы же не знаем, какой именно цвет нам подойдет. В процессе работы не обязательно заполнять всю заготовку до краев, потому что потом края будут скрыты. Готовые детали получились довольно симпатичные. Подровняем их. А сейчас приступим к оформлению. Вы же знаете, что если даже самую неказистую работу оформить в красивую рамку, чтобы было дорого-богато, то любая мазня становится шедевром. А мы возьмем кусок ткани размером 23 на 23 сантиметра. От каждого угла отложим по 5 сантиметров. Потом соединим эти точки и срежем углы. Был квадрат, стал восьмиугольник. Для продолжения работы нам нужны полоски ткани шириной 3 сантиметра. Сложим их вдоль пополам, наметим середины и пришьем эти полоски к длинным сторонам восьмиугольника, оставляя немного свободные концы. Полоски прикладываем к лицевой стороне. Пришитые полоски отгибаем, чтобы все припуски на шов оказались внутри детали. И тщательно проутюживаем. Дальше сгибаем наши детали по диагонали. Совмещаем срезы и намечаем линию шва. Не забудьте вставить петельку. Таким образом мы прошиваем все 4 угла. После этого отрезаем лишнюю ткань и выворачиваем заготовку. Размер получился 17 на 17 сантиметров. Примеряем нашу красивую лоскутную деталь. Цветные заготовки вкладываем в получившиеся конвертики. И последний штрих. Прошиваем на швейной машинке, фиксируем лоскутную деталь внутри этого конвертика. Да, вот здесь надо будет проложить 2 строчки.
И по желанию можно сделать еще шов и по лоскутной части, чтобы эта серединка не топорщилась. Получилась прелесть прелестная. Как показывает практика, такие вещи редко используют по назначению. Обычно они просто висят, украшают кухню. Стирать их вряд ли кто-то будет. Даже если будут пользоваться, то когда они прогорят, то просто выкинут. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. И у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно поделитесь этим видео во всех соцсетях. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!